Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем качать Элейн дальше. Мне же выпали жетоны, да, я надеюсь, мне, кстати, на третьем уровне хватит, потому что только на третьем уровне открывается слотик, а хочется уже один слотик на Элейн, чтобы посмотреть, какая же она будет жесткая. Так, ну я проскипаю, наверное, сразу до третьего уровня, потому что, ну, тут... Хотя тут и так быстро тыкается, в принципе. Можно вообще поговорить про персонажа, про его возможности. Ну, по итогу того, что я видел... Я, кстати, еще не встречал никакую высокоуровневую Элейн в боях. Возможно, мне не везет просто. Возможно, что-то другое. Проскипаем сразу уровень. Но Элейн пока нету высокоуровневых. Особо много, поэтому они редкость. Но потестили бы против них, посмотреть, как они дамажат. На каком-нибудь Брюсе, к примеру, хотелось бы. Потому что это показало бы силу Элейн, насколько она жесткая или нет. Ладно, качаем третий уровень. Вот он, жесткий. 1500 хп. Вот мне интересно, знаете, вот у многих там 14 уровней, как вы знаете, у нас в игре урон выше, чем 1500 с того же дробовика, да? И почему третий уровень не шотается с дробовика? Потому что подкруточки, да. Обидно, конечно, что такое есть. Как бы было бы нормально, если бы шотались. Ну, то есть, урон есть? Есть. ХП есть? Есть. Должно шотаться. Почему не шотается? Потому что. Ладно, давайте прокачаем до конца атрибуты. Да, блин, ну это не атрибут, это усиление урона. Как заметьте, ни одного атрибута до 4 уровня нет. Ну и слотик. Его тоже проскипаем, надеюсь, побыстрее, потому что... Не, он не скипается вообще. Ладно. Ну и предметик давайте золотаем какой-нибудь интересный. Ботинок. Третий уровень. Жестко, жестко. Ладно, идем брать предмет на Элейн. Мы будем играть сейчас соло-бои. Да, вот мои сандали 100, которые мне выпали недавно. Соло-бои. Что Элейн может стащить в соло-боях? Скорость. Ну, такое. На 1,6 секунд. Канистр геля тоже такое. Халат тоже такое. Тем более мы играть будем соло-бои. Возможно, укол адреналина. Я не знаю, у нас Элейн вроде не самая много хпшная, даже меньше, чем у Джейд. Либо взять себе сандали святого и бегать по воде. Давайте возьмем сандали святого, по прикольчику побегаем. Будет, возможно, полезно. Ну, и поехали. Пойдем через бои ивента. Нам все равно как бы надо проходить ивент. А на Элейн это будет весело. Я надеюсь. Я надеюсь, кстати, сейчас здесь будут боты, нереальные игроки. Все-таки уровень у Элейн маленький, рейтинг маленький. Я думаю, абузеров на 100 рейтинга точно нет, потому что слишком сложно сбивать рейтинг до соточки. Там почти минус не идет. Ну, кстати, видите, вот. Рейтинг в минус не идет, даже если вы заметите последнее место. В этом и суть, то есть здесь абузеров нет. Ну, их может закинуть по системе рейтинга, да? Там может на 200, на 300 рейтинга разницу кидать. Поэтому да, все равно оно может быть, но пока что не так. Ну, кстати, какая-то КДшка долго, может не... ее увеличили по времени? Вроде было меньше. Хотя на 5 секунд, ну вроде 5 секунд. Что думаете, есть на 5 секунд? Или нет? Мне кажется больше. Мне кажется секунд 7. Так, ну пока что... Блин, ну какой же уворотливый, а, кенгурусик? Ну чё, я тебя через стенку пробахаю. А, кстати, через стенку прыгать нельзя большую. Через маленькую можно, а через большую нет. Домой. Фух. Он мог успеть и залутать аптечку. Тогда были бы у меня проблемы. Хотя, я думаю, какой там укол адреналина? Все равно бы шотнул, скорее всего. Ну, блин, лук это, конечно, да. Заранее его кидать с такой дальности вообще не получается, пока что. Возможно, стоит... кидать как-то попозже. Ну, в общем, сначала нужно прыгать, а потом все остальное нажимать. Вот, что я могу сказать. Камелёша сейчас здесь... Ну, вот видите, вот. Как проходить ивенты. Вам нужен новый персонаж. Либо абуз. И будет все красиво. Ну, кстати, лук не разбивает стенку. А давайте еще на стенку встанем, посмотрим, сколько продамажит. Разобьет, нет? Ну да, такой себе. У бобра намного жестче лук. И по времени действия, и по всему остальному. Видали, да? Какой же я жесткий. Как же зебра бесит сейчас меня. Как же он бесит. А что с баком не так? Почему он не так? Почему на зебру напал, он меня не может? Что с ним не так? Что происходит? Мало того, что зебру мою забрал, так еще... Ну ладно. Ну зебра, конечно, по скорости, блин. Элейн реально нужен ботинок, что ли? Кстати, надо посмотреть, как сандали 100 бустят по скорости. 6 уровня.
Ну, такое себе. Ну, все равно буст, конечно, есть. Можно на воду прыгать и ловить противников, которые в воде сидят. Ну, такое себе. Итак, у нас осталось 3 противника, это маловато. Ну, что поделать. У нас сейчас несложные бои, у нас сейчас стандартные. Поэтому такие дела. Опять же, есть вариант нажимать на Элейн автоатаку. И она прыгает вне зависимости от куда вы смотрите, а именно на противника. Но, видите, это работает очень странно, когда противника нет рядом. Когда он есть, это, конечно, работает красиво. Давайте сейчас попробуем здесь перепрыгнуть. Ну, вдруг автоатака прыгнет. Ну, попытка не пытка, да. Ладно. Идем искать наших противников. И ничего себе там... Вот это, конечно, дал только что. Можно сейчас против Брюса с лука поиграть чисто. Чисто с лук. О, кстати, видали баг? Во, ребятки, вот про этот баг говорилось. То есть у Элейн сейчас есть вот такой вот баг. То есть, понимаете, персонаж запущен, и у нее есть баг, когда вы выпрыгиваете, похоже. Ага, а теперь кнопки залипли. Да, кстати, это тоже баг. То есть, 2 бага у Элейн сейчас есть. Это залипание кнопок. И вот когда вы выпрыгиваете с купола. Так, выходим сразу в бочку. Так. Да блин! Я похилиться не успел. Вот тебе бас. Ай, ладно, сам виноват. Баг вообще без шмота был. Ну как они на сторитинге такими играют 6 уровнями, а? Обидные. Ладно. Блин, как-то... Ты 3-й, они 6-е. Разница слишком большая в уровне. Даже сейчас. Ну ладно. Давайте-ка, наверное, все-таки заменим сандали святого на что-нибудь полезное, типа около адреналина. Потому что вы видели, я только что просто не успел против 6 уровня использовать прекрасные штучки. Поэтому возьмем так. Ну и погнали. Следующий бой. Ивент продолжаем бустить. Возможно, даже в этом видео его закончим. Ну, если повезет. Ну, вторую часть, по крайней мере. По поводу 3-й я даже не уверен. Там, мне кажется, сейчас 1200 вылезет такая. Я такой, ага, до свидания. Не, конечно, наверное, потрачу всю энергию ради гемов, но... Это будет первый и последний раз такое. Так, запрыгиваем. Никс шуганулся почему-то, я не знаю почему. Странно очень. На льду не очень удобно играть за Никса. Потому что... Блин, не то сделал, что хотел, ну ладно. Надо ломать бочки. Так, пока что пробахаем, надо залутать копье. И теперь будем сейчас искать Никса. Он по-любому здесь в кустах сидит. Гений на Никсе. Шуганулся немножко. Так, добиваем его. Пока что используем то, что есть. Видали, сколько я раз промахнулся? Кстати, можно, наверное, уворачиваться прыжком от атак некоторых. О, это дичь просто. Какая-то дичь. Блин, там Никс 5 уровня, офигеть. У меня аптечки нету. Надо сейчас... Сейчас боты убьют, будет весело. А у меня была аптечка, почему она не юзалась? Очень странно. Очень странно, то, что аптечка не использовалась только что. Но есть инвизы, они как-то немного помогают дезориентировать Никса, по крайней мере. Ну, конечно, он добивает, ему выпадает легендарная граната. И он ее не берет, логично. Кстати, можно сейчас сделать инвизик себе и побежать на Никса. Интересно, он видел, как тебя зашел в инвиз или нет? Стоп, куда Никс делся? Что? Где Никс? А что происходит? Я не... Блин, зря я бота не добил. Ай. Не, ну серьезно, он просто убежал. Зачем ты добивал легендарного бота, чтобы просто убежать? Серьезно? Ох уж эти логичные, а, игроки. Фух, спокойно, не бомбить. И как не душно, да? Как можно было в зебру столько раз промахнуться? Я, кстати, успел аптечку залутать, пока прыгал. Прикольно. Ладно, отправляемся дальше. У нас еще целых 7 противников. Луком надо как-то действовать, потому что он вообще бесполезный. Да блин, куда он бежал? Странно очень. Так, добиваем, хилимся. Блин, лук такая бесполезная штука. Не знаю, может ему максимум радиус прокачать,
Чтобы он хоть как-то был полезен. Потому что реально кажется, что... Где дробовик? Нет дробовика. Ну мы бежим. Так, давайте пробуем еще раз забагать. Посмотреть. Не получилось. Блин, там аптечка лежит. Дробовиком не хватило дальности. Ну, конечно. А зачем ее должно хватать, да? Поставим капканчик здесь еще раз. Никс с него сейчас зайдет. Я сейчас попробую что-то сделать. Ну, конечно, меня душат вдвоем. Ну, а чё? Блин, а чё так урона много? А, ну они же 5-й уровень, точно. Они же 5-й уровень, логично. Ну, кстати, видите, баг остался. Это вот сейчас такие штуки у Элейн есть. Они меня, кстати, не видят, и я их могу спокойно разваливать здесь. Ну, как получится. Блин, мне, короче, все плохо. Все очень плохо. Я еще от зоны случайно умер, да? Видели, какая разница в уроне? Просто жесть. Ты дамажишь, они дамажат. Обидно, что я могу сказать. Ну ладно, такой вот персонаж. Давайте еще один БС сыграем, попробуем затащить все-таки, хоть один топ-1. Хотя как бы это не особо важно, потому что главное это киллы делать. Но когда про тебя 5-й уровень, ты просто уже не вывозишь. 2 уровня разницы и уже не вывозишь. Ну это логично, таки должно быть. Но раньше такого никогда не было. Ладно. Погнали в следующий бой. За Элейн. Ну что, укол адреналина мы все-таки один раз спас. Получается эффективно? Получается. Но в идеале, конечно, что-нибудь другое на него найти, на этого персонажа. Предметы нужны другие по-любому. Укол адреналина, ну, он, конечно, неплох, не спорю. Но когда будет 4 слота какие-нибудь, да, нужно будет что-то другое. Нужно понимать, как из-за персонажа играть. Все-таки персонаж без феромонов не имба. Вот без феромонов вообще не имба. То есть нужно уметь играть без феромонов. И уметь учиться, точнее, учиться. Играть от такого, ну, от такой штуки, как инвиз. Потому что все-таки 2 инвиза у персонажа есть. Нужно ими пользоваться. Разрабишь не просто и так далее, да? А для чего-то полезного, наверное. Ну, это не точно. Может, они просто дали, потому что не знали, что дать. Я ж разрабы зубы, вы же понимаете. Да. У Тони ж классная пассивка. Какая, правда, да? Интересно, какая у Тони пассивка? Да, интересно. Какая же она? Да как они это делают? Вот как он знал? Еще вблизи прыгать нереально просто. Ну вот вы видели, а? Ну эту дичь. Просто как на этом персонаже сражаться в ближнем бою? Очень странно. Очень. Бред полный. Полный бред сейчас по драке у меня с Хамелеоном. А Хамелеон меня тоже, кстати, не видит. Ну, бас. Ну вот вы видели, ну. Как против этого драться? Как? Ну? Жесть. Он меня успел продамажить. Как они такие шустрые дамажат, а? Сложно играть за пантеру. Показалось. Нужны феромоны и зубы вампира. Прям срочно. Потому что от хила нету. В принципе, если бы вот... Надо, короче, на пантере играть по-другому. Надо менять тактику, которую я сейчас играю. Нужно прыгать всегда на верочку 100%. Да. На никсов прыгать, запоминаем, нельзя. Они упрыгивают почему-то. Либо нужно ждать, когда он прыгнет, только после этого прыгать. Опять же, есть инвизы, можно спокойно перемещаться по кустам. Медленно. Да. Опять же, вот вопрос. Я выхожу с кустов, у меня сразу срабатывает инвиз, или меня противники видят? Если видят, то это забейте просто, ну, бред полный, да? Если не видят, то ладно. Так, делаем так. Делаем так. Фух, я убил. Жестко. Ну, что я мог сказать? Фигня. Надо как-то на пантере играть по-другому. То ли сейчас чего-то не хватает очень жестко. От хила не хватает. Если был бы от хил... Дальность дробовика очень жестко не хватает. Бесполезный лук. Дальность дробовика не хватает. Копье тоже без... Короче, вообще прям напряг. Надо учиться за пантеру играть, чтобы реализовать ее на максимум. Иначе будете вот так вот страдать, как я сейчас это делаю. Капец как страдаю, на самом деле. Ладно, ребятки, на этой прекрасной ноте мы закончим. Вот такая вот пантера 3-го уровня Элейн оказалась не такой уж и имбой без феромонов.
Да, с феромончиками было бы красиво. Ну и надо пока что качать, дальше смотреть, потому что сейчас не очень-то и понятно. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.